Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Розбакова был написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел эту книгу на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте роман эпосманас.ком. Сейчас я работаю над второй частью трилогии эпоса Манас Семетеем. Я закончил первый том этой книги и сейчас работаю над вторым томом Семетея. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Ты родился, когда мне было 50 лет, стал браниться Жаков. До этого я забыл про ребенка, проливал слезы и готовился к смерти. Приготовив саван, я горевал, что мне суждено отправиться на тот свет, не оставив после себя наследника. Я знаю об этом, улыбнулся Манас. Ты мой образец, который я оставлю миру. Моя забава, когда мне грустно. Светоч моя, данная мне Богом на старости лет. Тень моя, остающаяся после меня. Радость моя, когда я горюю, и опора моя, когда я отступлюсь. Но ты не оправдал моих надежд и сейчас навлек на отца мучения и страдания. Каким образом? Почему ты переехал с насиженных мест и бросил родной Алтай, заревел, как раненый медведь Жаков? Отец, ты прекрасно знаешь причину этого. Мы вернулись на родину наших предков. Правильно, Анжиян, местность, где жили наши прадеды. Но, привезя сюда, ты бросил нас прямо в пекло. Как? Оказывается, все местные народы враги нам. Одно дело, если бы мы были на Алтае. Пройдет еще немало времени, пока все привыкнут к этим местам. Другие народы завоевали нашу отчизну и теперь замучают нас. Кто замучает? Алокия. Каким образом? Он отправил к нам своих послов во главе с Изеликом и пригрозил нам. Что сказал тебе посол, отец? Спокойно спросил Жакова Манас. Алокия передал привет и предложил тебе следующее. Я не убивал его прадеда. Я что, дешевка для Манаса и Жакова, что они без спроса ввалились на мою землю? Если они намерены обосноваться на моих землях, я согласен. Пусть они тогда примут подданство и покорятся мне. Если они не согласны, хотят помериться силами, укажут местность, где будем сражаться. Ну и что? А Алокия собрал 600-тысячное войско. Слова Тизелика очень опечалили твоего отца, сынок. Понятно. По твоему мнению, что мы теперь должны делать? Нам надо по-добру, по-здорову возвратиться обратно на Алтай, не трогая Алокия. Иначе он всех нас уничтожит, с дрожью в голосе произнес Жаков. Услышав Манас, у которого борода была как колчан, а усы, как у бухарский меч, никогда косо не хохотавший и глухо говоривший, извергая из глаз пламя, яростно посмотрел на отца. Но, увидев его перепуганное лицо, богатырь невольно рассмеялся. Отец, а чего ты так переполошился и испугался? С хохотом сказал он. Мы сумеем одолеть китайцев. Ты где остановился, отец? Давай, веди нас туда. А вы, джигиты, расходитесь, приведите ко мне всех односельчан до единого. Дав такой строгий приказ, богатырь вместе с отцом возвратился в Удзадыр и расположился его аил.
После новости о наглости Алоке у Манаса полностью изменился внешний вид и испортилось настроение. Смотревшие на него люди заметили в его облике вид льва и сурового дракона. Согласно его приказу, со всех сторон собрались 400 тысяч воинов в течение 6 дней, заполонив собой долину Цадыра, побережье речки Когарта и Капчагая. Находившиеся среди них 40 витязей во главе с Кыргылом Бакаем пришли к черному большому шатру богатыря. Манас начал совещаться с ним о предстоящем походе против китайцев. Взбесившись Алоке, показал нам свой норов, произнес богатырь. Через своего посла он наговорил нам немало оскорбительных слов. Если мы не примем его вызов, уроним свое достоинство. Манас правильно говорит, поддержал слова брата Бакай. Алоке действительно взбесился, запер в темнице немало людей и отобрал их имущество. Недовольствуясь этим, хан китайцев точит на нас зубы. Нам необходимо пойти к этому подлецу и строить ему славную резню. Если будет сопутствовать удача, мы заберем обратно землю наших предков. Верно говоришь, пока зашумели вокруг. Мы обязательно должны идти походом против Алоке. Я придерживаюсь такого же мнения, продолжил свою речь Бакай, когда снова воцарилась тишина. Нам предстоит отвоевать у этого хана все, что он забрал, сразиться с ним. Давайте свалим, предварительно спилив его чинары, и разрушим выстроенные им замки во все стороны. Когда у нас есть грозный Манас, проявим невиданное мужество и уничтожим всех. С такими джигитами, как вы, никто не сможет одолеть кыргызов, ибо вы, пришедшие с 40 мест, 40 храбрецов, готовых по первому зову отрезать любому врагу голову. Кыргызы, согласившиеся выступить в поход против Алоке во главе с грозным и победимым богатырем Манасом, которого сопровождали вооруженные до зубов 84 богатыря, спрашивая у всех, где находится Алоке, отправились в Маньчжан. Не останавливаясь нигде, быстро продвигавшееся 400-тысячное войско довольно скоро добралось до армии калмаков, ожидавших возле Великой реки. Для того, чтобы определиться, что делать дальше, Манас вызвал в свой синий шатер витязей. «Богатыри, — сказал он, — мы стоим напротив 600-тысячного войска Алоке. У кого есть какое мнение относительно того, как с ними вести бой? Мое предложение — немедленно атаковать китайцев, — ответил Чалубай. Правильно, — поддержал его слова Джибаев. Все воины горят стремлением сразиться с китайцами. Я понял вашу мысль, — кивнул головой Манас. У кого есть еще предложение? Или вы все поддерживаете немедленное наступление? Богатырь задумчиво посмотрел на витязей, собравшихся в шатре. Наступившую небольшую паузу нарушил Бакай. «Богатыри, — сказал он, — думаю, не надо спешить. Если сейчас начнем битву против воинов Алоке, то понесем большие потери. В каждом сражении они обязательно будут, — согласился с ним Чалубай. Без них никто не сможет достичь победы. Верно, — ответил Бакай. Без расходов не бывает дохода, и без потерь никто не сможет выиграть бой. Но в то же время каждый полководец должен стремиться к тому, чтобы по мере возможности уменьшить потери или вообще исключить их. В этом вы правы, дядя, — проговорил Аджибай. Достичь победы без потерь — заветная мечта любого полководца. У вас есть какое-нибудь предложение, чтобы достичь такого результата? Пускай пока наши воины отдохнут здесь, — стал объяснять свой замысел Бакай. Мы возьмем вооруженных
84 бойцов и отправимся к Алоке. Попытаемся склонить его сдаться нам без боя. А если Алоки откажется, ехидно спросил Чалабай, тогда перейдем в общее наступление. Если у Алоки есть 500 тысяч воинов, как он может сдаться нам без сопротивления? Сомнением в голосе спросил Ажибай. Когда придут такие богатыри, как вы, китайский хан, покорится вам, будь у него не то что 500 тысяч, а 10, 100 раз больше воинов. В это трудно поверить, отрицательно покачал головой Чалабай. Еще один вопрос, дядя. Как мы сможем добраться до Алоки через эту многочисленную китайскую армию, если нас будут сопровождать всего лишь 84 воина? Если китайцы преградят нам дорогу и набросятся на нас, что так? В этом случае вся армия перейдет в атаку, вмешался в разговор Манас. Хочу всех предупредить, если кто-то из 84 воинов испытывает страх от такого опасного похода, пусть останется здесь. Я никого не буду заставлять идти против Алоки. Нет, среди нас нет трусов, решительно ответил Чалабай. Все готовы вместе с тобой идти в Андижан. Молодцы, джигиты, остался доволен Манас. В таком случае примите все необходимые подготовительные действия. Через час вступаем в поход. В указанное время 84 богатыря, поднимая дым коромыслом, сохраняя стройные ряды, отправились к Алоке. Когда они ехали по дороге, встречные калмаки были поражены их мужеством. Кыргызы, облаченные в синие доспехи, восседали на резвых, летевших, как ветер, скакунах, а на спине у них были луки внушительных размеров. Увидев их, калмаки, монголы, бесчисленные китайцы испугались и от страха потеряли дар речи. Даже если нас много, не стоит недооценивать кыргызов, говорили они. Мы в жизни не видели таких храбрых воинов. Они, наверное, не люди, а львы или тигры. Напуганные свирепым видом кыргызов, калмаки не смогли оказать им никакого сопротивления и в панике стали разбегаться в разные стороны. Манас, которому сопутствовала такая удача, быстро добрался до Андижана. В это время Алоки, сам разозливших кыргызов, с беспокойством, страхом ожидал прихода врагов в своем ханском дворце, расположенном в начале Большого Андижана, возле горы Арабанты. Этот дворец был очень красивый, и на него было потрачено изрядное количество денег. Чтобы отдыхать там в летние жаркие дни, Алоки посадил возле него сад, в котором собрал все виды плодовых деревьев. За ним ухаживали самые лучшие садовники. Чего в нем только не было. Там произрастает и инжир, хурма, фисташки, алыча, виноград, плодовое дерево под названием кокак, плоды которого имели скорлупу размером в человеческую голову. В саду вовсю щебечут соловьи и другие певчие птички, наполняя все вокруг веселой трескотней и шумом. Здесь же растут тысячи разноцветных цветов, не похожих друг на друга. В этом райском месте разгуливают, раскрыв разноцветные перья, попугаи, в озерах квакает лягушка, а в небе подают голоса кукушки. Алоки собрал здесь все виды животного и растительного мира. Чтобы показать всем свое богатство и напугать их, Алоки приказал в саду держать 7 пантер. Его ручной лев, однокрылая птица угорок, 11 черных слонов, 600 куланов, красный медведь, обезьяна, 13 тигров, медведица, 100 волков, рысь, шакала, одногорбый верблюд и рогатый конь с одной стороны покоряет пришедших своим внешним видом, а с другой пугает свирепостью.
Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.